Всем доброй ночи еще раз. Друзья мои, в этой жизни за свое нужно бороться. Нужно идти вперед, нужно придумывать выходы из ситуации. И никогда не нужно опускать руки. Вместо переживаний, вместо нервотрепок и самопоедания нужно бороться. Хладнокровно, спокойно. Вот даже если перед вами очень страшная, казалось бы, проблема, вы не знаете, как себя вести. Хочу вам сказать, как историк, изучающий личность, биографию, жизнь великих людей, сильных людей, исторических личностей. Побеждали те, кто хладнокровно, спокойно боролся. Не поддаваться эмоциям. Я вам приводила этот пример и привожу еще раз. Когда львы окружают буйвола и кидаются на него, на самом деле это полтонны мышц. Буйвол может их проткнуть, может их растоптать. Все что угодно может сделать. Они хватают за морду и начинают душить. Перекрывает кислород. Если буйвол соберет последние силы и встряхнет их, и начнет их топтать и бить, подать, то они убегут. Но у буйвола начинается паника, страх. Он перестает в себя верить. Паника приводит к тому, что у него теряется сознание. То есть он теряет сознание от страха. Теряет сознание, последний кислород, который у него был, он израсходуется быстро, потому что дыхание учащается, и он начинает задыхаться. Он теряет сознание, падает, и его добивает. Вот так и жизнь. Мой ритуал, доля, не помню сейчас точно, как назвала, потому что у меня много работ. Поищите, найдите. Я вам объясняю там, что как только человек начинает отчаиваться, вот это вот слово «уныние» и «грех» это не просто так придумали, хоть и под христианство его как бы подвели. Как только человек начинает унывать, как только человек сдается, внутри себя соглашается с тем, что происходит, нить его жизни доля передает недоле. И та начинает трепать эту нить. И тогда бедствий и проблем становится больше. Я думаю, вы все заметили, что от нашего самочувствия, от нашего внутреннего состояния зависят и наши дела. Как только мы впадаем в отчаяние, в депрессию, у нас еще больше начинается проблем. Притягиваем, мы становимся магнитом, притягивающим проблемы и бедствия. И тогда уже выбраться гораздо сложнее. Включайте всегда хладнокровие и начинайте за себя бороться. Этот ритуал, в основу этого ритуала лежит азиатское такое поверье, обряд, который совершается часто, когда детям исполняется год или 3 года, или несколько раз исполняется. У разных народов по-разному. Обматывают ноги нитью, а потом срезают эту нить и нить сжигают. Это для того, чтобы в жизни было мало препятствий и больше открытых дорог. Однако один раз это делать, это больше как-то ритуальная такая часть, знаете, традиция. Но, взяв это за основу, я когда-то создала несколько различных вариантов этого ритуала. Вот хочу вам один из этих вариантов предложить.
Когда у вас в жизни начинается препятствие, вот какое-то дело, ну ни в какую не идет вперед. Уже должно вот немного, и ну не получается. Купите черную нить, или если дома у вас есть черная шерстяная нить, черного цвета. Нож мужчины покупают в мужской день, женщины в женский. Как вычислить эти дни, уже говорила. Дни, названия которых заканчиваются на А, это женские дни, по крайней мере, в русской магии. Вот среда, пятница, суббота, значит, а остальные дни мужские. Надеюсь, правильно вычислила. Покупайте в женский день или в мужской день, смотря к какому полу вы относите себя, нож. Но нож этот должен быть с деревянной рукояткой или полностью железный, не пластмассовый. Берете нож, нужно купить, нельзя из дома брать. Маленький какой-нибудь кухонный ножик, удобный, разницы никакой. Без сдачи. Ну, либо оплатите полную сумму, либо там картой расплачивайтесь. Можно ли помимо ножа еще там что-то купить все вместе? Да можно купить, да. Но сдачи не брать. Приносите домой. В этот день примите душ, очистите себя. Потом снимите с себя все украшения. Все серьги, там, кольца, даже обручальное кольцо. Отложите в сторону. с 12 до 3 ночи становитесь посреди комнаты и начинаете ниткой обматывать ноги себе, читая при этом первую часть заговора 6 раз. Вот обматывайте, и в конце, каким-то образом завяжите так, чтобы вот эта обмотанная нить то есть на ваших ногах оставалась. Ступни обматывайте себе. Возможно читать. Обмотали, прочитали одну часть, еще раз обмотали, прочитали. Там сколько раз этих мотков получится, может 6, 7, 20, неважно. Главное, чтобы вы 6 раз прочитали, пока вы обматываете вокруг своих ступней. Значит, не ступни, да, правильно сказал. Почти там оно находится, внизу ног, собственно говоря. Обмотали черную нить. Все, первую часть сделали. Значит, оторвали остальной моток, убрали в сторону. Теперь срезайте ножом и читайте. Значит, вот один раз срезали, пока режете все эти нити, читайте. Остальное там 2 раза, их нужно 3 раза читать. Остальное можете начитать, например, уже срезали, вот вытащили эту нить и дочитали. Вторую часть заговора 3 раза читайте. И третья часть. Подготовьте заранее какую-нибудь емкость, в которой вы сожжете. Можете там взять спирт, добавить, можете это для розжига, вот эту вот жидкость чуть-чуть плеснуть туда. Зажигайте. И сверху, пока нить горит, читайте 6 раз. И проследите, чтобы она полностью сгорела и стлела. Оставьте немного, пускай остывает. Потом просто смывайте. Или в унитаз, или лучше в унитаз смойте, чтобы ничего там не случилось. Нужно отдать бегущей воде. То есть смывайте с водой. Если вы живете в селе, у вас нету, там бывает, что нет, например, там в доме туалета, не существует. Тогда кран откройте и смойте там, чтобы она ушла. Вот этот пепел, чтобы ушел. Проводите это, когда чувствуете, что препятствия какие-то возникают. Понимаете, должны сейчас, например, купить дом, вы там заговорили, начитали, уже договорились, а никак не получается. Люди то опаздывают, то не могут приехать, то не получается, еще что-нибудь. Какие-то препятствия или к чему-то, куда-то. Вам нужно куда-то поехать,
какие-то препятствия постоянно. Проведите этот ритуал, срежьте и быстро откройте свою дорогу. Эта работа, она для определенного случая, хочу, чтобы вы понимали. Там, где открытие дорог судьбы, там более сильные работы, и они надолго хватают. А это как такой маленький ритуал, заговор, все в одном, то есть месте совокупно делается, но оно именно конкретно для определенного случая. Помогло, все. Значит, в следующий раз опять какое-то препятствие, опять можете взять и провести такой ритуал. Только себе, вы никому не можете это провести. Итак, начнем. Вот первую часть. Значит, еще раз напоминаю, черная нить, шерстяная нить. 6 раз читать, обматывая вокруг своих ног. Купить перед этим в мужские или женские дни, смотря кто вы по принадлежности половой, нож, либо полностью железный, либо с, значит, деревянной рукояткой, без сдачи. Принести домой с 00:00 по 00:03 ночи. Вот это время. За это время вы должны уложиться. Встать посреди комнаты, 6 раз начитать, обматывая нитью, потом срезать во время, пока вы режете, 1 раз читать, потом сверху, держа вот эту нить, читать еще 2 раза, получается 3. А потом сжечь эту нить и читать сверху еще 6 раз. И проследить, чтобы нитка догорела до конца. Ну, зажигайте сверху еще, чтобы она догорела. После смыть в унитаз или отдать бегущей воде. Но на крайний случай, если у вас вот и того, и этого нет, если у вас есть маленькая речка рядом, можете пойти в этот день кинуть туда просто, чтобы она смыла, унесла. Итак, притка ты притка, черная нитка. Ноги мои обвела, меня останавливаешь, жить-поживать, белого света видать мешаешь. Зависть людская с глаз, уроки да призоры, адова метка, обвела, заморочила. Дальше. Дела мои портишь, меня урочишь, извиняюсь. Привязалась ко мне проклятущая, притка вездесущая. Еще раз. Притка ты, притка, черная нитка, ноги мои обвела, меня останавливаешь, жить-поживать, белого света видать мешаешь. Зависть людская с глаз, уроки да призоры, адова метка, обвела, заморочила, дела мои портишь, меня урочишь, привязалась ко мне проклятущая, притка вездесущая. 6 раз не буду читать, по 3 раза прочитаю, достаточно. Притка ты, притка, черная нитка, ноги мои обвела, меня останавливаешь, жить-поживать, белого света видать мешаешь. Зависть людская с глаз, уроки да призоры, адова метка, обвела, заморочила, дела мои портишь, меня урочишь, привязалась ко мне проклятущая, притка вездесущая. Обмотали, оторвали остальную нить, положили рядом, а это как-то так обмотайте или привяжите, чтобы на ваших ногах эти нити остались. Вторая часть. Берете нож, начинаете срезать и читать. Отрежу, срежу, уберу то, что мне идти не дает, до дороги мои перекрывает. Препятствия препятствия срезаны, извиняюсь. Ныне мне смело идти, все дороги предо мной открыты. Так и будет. Еще раз. Если вы будете долго резать, вы можете читать 3 раза. Но если у вас быстро получится срезать, 2 раза сверху еще начитайте этот заговор, держа в руке вот эту нить. Отрежу, срежу, уберу то, что мне идти не дает, до дороги мои перекрывает. Препятствия срезаны. Ныне мне смело идти, все дороги предо мной открыты, так и будет. Отрежу, срежу, уберу то, что мне идти не дает, до дороги мои перекрывает, препятствия срезаны, мне
Ныне мне смело идти, все дороги предо мной открыты. Так и будет. И третья часть. Кидайте, сжигайте и читайте 6 раз сверху. Ждете, пока полностью догорит, немного даете остывать и отдаете бегущей воде, значит. Либо смываете в унитаз, либо, если у вас есть рядом вода, если протекает, там речка или канал, кидайте туда. Уйди, притка, до препятствия, с ног, с рук, с костей, с крови. Гори, притка, в пепел превращайся, дорога моей жизни открывайся. Заклято. Уйди, притка, до препятствия, с ног и с рук, с костей, с крови. Гори, притка, в пепел превращайся, дорога моей жизни открывайся. Заклято. Уйди, притка, до препятствия, с ног и с рук, с костей и с крови. Гори, притка, в пепел превращайся, дорога моей жизни открывайся. Заклято. 6 раз прочитали, сожгли, отдали бегущей воде. И у вас вопрос, который давно не решался, очень быстро решится. Кстати говоря, шепот рода, который очень хвалят, уже сделали несколько человек, и женщина написала, что... Даже сейчас прочитаю вам. Так. Я скопировала. Не скинула сюда. Не удастся читать, но как-нибудь, когда буду общие там снимать видео, начитаю, покажу вам. Ну, есть под роликом, можете увидеть. И она пишет, что я провела этот ритуал, и на удивление вопрос, который давно не решался, сразу же решился в тот же день в мою пользу. Так что проведите. Кто борется, тот обязательно побеждает. Тот обращает на себя внимание сил Вселенной, и они приходят на помощь. Всем удачи!